Утреннее весеннее солнце заливало балкон мягким золотистым светом, отражаясь в начисто вымытых стеклах. В воздухе приятно пахло свежестью, влажной зеленью и цветочным кондиционером для стирки. Ася неторопливо напевала под нос незатейливую мелодию, аккуратно встряхивая и развешивая влажные простыни на металлических струнах сушилки. Это было совершенно обычное, тихое и уютное воскресное утро, которое не предвещало никакой беды. Рядом, греясь в теплых солнечных лучах на коврике, крутилась серо-полосатая Хлоя. У кошки была необыкновенно гладкая шерсть и выразительные янтарные глаза, в которых светилось озорство. Ася нашла ее 1,5 года назад крошечным дрожащим комочком в сыром темном подвале многоэтажки, долго лечила от истощения, откармливала и бесконечно полюбила. Хлоя платила за эту заботу безграничной преданностью. Она всегда встречала девушку у двери, спала исключительно на краю ее подушки и буквально ходила за ней по пятам по всей квартире. Внезапно за открытыми перилами балкона с громким треском пронеслась сорока и с любопытством уселась на край узкого жестяного козырька. Хлоя мгновенно навострила уши, припала к полу и, поддавшись мгновенному охотничьему инстинкту, совершила резкий прыжок на узкий парапет. «Хлоя, стой! Нельзя!» — испуганно вскрикнула Ася, бросив белье. Но было слишком поздно. Когти соскользнули с гладкого покатого металла. Не удержав равновесия и отчаянно взмахнув хвостом в воздухе, кошка с глухим ударом сорвалась вниз с высоты 3-го этажа, приземлившись прямо на крышу припаркованного во дворе внедорожника. В тишине двора протяжно взвыла автомобильная сигнализация. Ася в дикой панике, забыв про обувь, выбежала из квартиры и кубарем скатилась по лестнице во двор. Хлоя неподвижно лежала на помятом железе крыши без сознания. Ее бока едва заметно вздымались, а изо рта тонкой струйкой сочилась темная кровь. Бережно завернув обмякшее тельце в домашнюю футболку, обливаясь слезами, девушка побежала в ближайшую ветеринарную клинику. Дежурный врач немедленно забрал пострадавшее животное на рентген и УЗИ. Спустя 20 минут бесконечного ожидания он вышел в коридор с мрачным лицом. Сильный удар о металл привел к тяжелому повреждению внутренних органов. У кошки обширный разрыв селезенки и массивное внутреннее кровотечение. Артериальное давление падает с каждой минутой. Мы готовы начать операцию, но без срочного прямого переливания крови она просто не выдержит наркоз. Донора нужно найти в течение 40 минут, иначе мы ее потеряем. У нас, к сожалению, нет специализированного банка замороженной крови. Первой мыслью Аси была ее лучшая подруга Света, хозяйка роскошного чистокровного британского кота Маркиза, обладавшего внушительным весом и солидной комплекцией. Однако телефонный звонок обернулся полным крушением надежд. Услышав сбивчивые и отчаянные мольбы Аси о помощи, Света ответила холодным, раздраженным тоном. «Ася, ты в своем уме? Маркиз — элитный кот шоу-класса с идеальной родословной. У нас через месяц международная выставка в столице. Я не позволю колоть его и брать кровь неизвестно как. А если ему занесут инфекцию, или он получит стресс и испортит шерсть? Я не стану рисковать породистым животным ради обычной дворовой кошки. Извини, это чистое безумие. Ищи другие варианты». Короткие гудки оборвали разговор. Ася лихорадочно принялась обзванивать коллег, знакомых и соседей по дому, но все попытки разбивались о стену непонимания и страха. Люди пугались самого понятия кошачьего донорства, придумывали нелепые отговорки или просто не желали тратить свое время на чужую беду. Время стремительно таяло. Обессилев от горя, Ася опустилась на пластиковый стул в коридоре клиники, закрыла лицо руками и горько зарыдала, чувствуя полное одиночество и безысходность. «Дочка, ты чего так убиваешься?» Вдруг раздался рядом мягкий и спокойный голос.
Ася подняла заплаканные глаза. Напротив сидел пожилой мужчина в простой джинсовой куртке, бережно державший на коленях просторную пластиковую переноску. Внутри сидел великолепный персидский кот дымчато-кремового окраса с огромными медными глазами и невероятно густой, сияющей шерстью, напоминавшей сказочного льва. «Моя кошка умирает. Нужно срочное переливание крови, а донора нет», — всхлипывая, произнесла Ася. «Так, может, мой Леон подойдет?» — простодушно предложил пенсионер Павел Сергеевич. «Я его, вообще-то, кастрировать принес, по записи. Но эта процедура не к спеху, подождет пару недель. Пусть парень сначала доброе дело сделает и спасет жизнь даме». «Но он же такой породистый, роскошный, а Хлоя простая, беспородная. Я ее с улицы взяла», — смущенно пробормотала девушка. Мужчина лишь добродушно усмехнулся. «Какая разница, кто ты, герцог или простой работяга, если у тебя есть возможность спасти чужую жизнь? Кровь у всех одинаковая». Леон точно будет не против помочь очаровательной кошке. Врачи немедленно провели экспресс-тест, который показал 100% совместимость. Перса забрали на процедуру забора крови, а Хлою сразу же отправили на операционный стол. Спустя час напряженной тишины хирург вышел к ожидающим и с усталой улыбкой объявил, что операция прошла успешно. Кровотечение удалось полностью остановить, донорская кровь отлично прижилась, и теперь жизни кошки ничто не угрожает. С этого памятного дня жизнь Аси сильно изменилась. Номер Светы был навсегда заблокирован во всех социальных сетях и контактах. Ася не хотела иметь ничего общего с человеком, чье сердце оказалось черствым к чужой беде. Окна в квартире девушка немедленно защитила прочными специальными сетками антикошка, а балкон теперь открывался только под строгим присмотром. С Павлом Сергеевичем завязалась крепкая и теплая дружба. Ася регулярно навещала пожилого человека и привозила для благородного Леона самые вкусные угощения и витамины. Спустя месяц на плановом осмотре ветеринар подтвердил, что организм Хлои полностью восстановился и кошка абсолютно здорова. «Доктор, скажите, а Хлоя сама может стать донором в будущем?» — поинтересовалась Ася. «Безусловно», — кивнул врач. «Здоровое животное переносит забор небольшого количества крови легко и без вреда для организма. К сожалению, люди мало знают об этом и боятся, поэтому в нашей экстренной базе до сих пор числился только один Леон». «Запишите нас вторыми», — твердо попросила Ася. «Звоните в любое время суток, если кому-то понадобится помощь. Мы обязательно приедем». Прошло 7 месяцев. Наступил промозглый холодный ноябрьский вечер. За окнами завывал ветер и хлестал косой дождь со снегом. Ася уже постелила постель, налила горячего чая и устроилась смотреть фильм. Рядом, свернувшись уютным калачиком, сладко дремала сытая и довольная Хлоя. Внезапно ночную тишину разорвал резкий телефонный звонок из клиники. Дежурный врач тревожным голосом сообщил, что только что поступил кот с тяжелейшими множественными травмами и критической кровопотерей. Счет идет буквально на минуты. Ася не раздумывала ни секунды. Она мгновенно натянула куртку, усадила сонного, возмущенного питомца в теплую переноску и помчалась на автомобиле сквозь скользкие ночные улицы. У входа в клинику ярко мигали синие маячки машины скорой медицинской помощи. Вбежав в приемное отделение, Ася без лишних слов передала Хлою в руки спешащего хирурга. Медсестра за стойкой регистратуры тихо объяснила, что человеческую неотложку вызвали для хозяйки пострадавшего кота. Домашний питомец выскочил на лестничную клетку, где на него напали бойцовские собаки соседей. Хозяйка от увиденного ужаса и криков впала в тяжелейший истерический припадок, и врачам пришлось вводить ей сильные седативные препараты прямо в машине. Звякнул дверной колокольчик.
В холл, медленно передвигая ноги и держась за плечо фельдшера скорой помощи, вошла заплаканная женщина в перепачканной грязью и кровью куртке. Ася замерла от неожиданности. Перед ней стояла Света. Лицо Светы было мертвенно-бледным, глаза опухли от слез. Увидев знакомый силуэт Аси, она без сил опустилась на пластиковую кушетку и запричитала срывающимся голосом. «Мой маркиз! Я открыла дверь, а он выскочил. Собаки вцепились в него. Хозяин еле пасти им разжал. Вся шерсть в крови, бока разорваны. Врачи сказали, у него почти не осталось собственной крови. Он умирает на столе». Ася молча стояла напротив, не произнося в ответ ни единого слова и просто глядя на бывшую подругу. Спустя 40 минут из операционного блока вышел ведущий хирург. На руках он бережно держал полосатую Хлою с аккуратно забинтованной передней лапкой. Кошка чувствовала себя бодро и, завидев хозяйку, громко и требовательно замурлыкала. «Мы успели. Операция завершена удачно», — обратился врач к обеим женщинам. «Раны ушили, сосуды восстановили. Ваша Хлоя спасла маркизу жизнь. Без ее крови сердце кота остановилось бы прямо во время операции. Вы настоящие молодцы, что приехали так быстро». Света медленно подняла голову. Ее затуманенный слезами взгляд скользнул по доктору, перешел на Асю, а затем остановился на обычной серой кошке с белым кончиком хвоста. В голове Светы мгновенно сложились все детали происходящего. Осознание того, чья именно кровь только что спасла ее драгоценного элитного питомца, ударило ее подобно электрическому току. Света резко вскочила на ноги, бросилась к Асе и, хватая ее за рукава куртки, разрыдалась в голос. «Ася! Боже мой, Ася, прости меня! Какая же я была дура, какая эгоистка! Спасибо тебе! Спасибо за маркиза! Я на всю жизнь перед тобой в неоплатном долгу!» Ася плавно и решительно отстранила ее руки, прижала Хлою ближе к груди и, взявшись за ручку входной двери, негромко, но предельно отчетливо произнесла: «Мы с Хлоей приехали сюда не ради тебя, Света. Мы приехали спасти живую душу, и я очень надеюсь, что теперь ты сможешь спокойно жить с мыслью о том, что в твоем чистокровном выставочном коте до конца его дней будет течь кровь моей простой, беспородной кошки из подвала». Дверь хлопнула, и перезвон колокольчика поставил окончательную точку в их общении. Света осталась одна посреди тихого холла клиники, чувствуя, как ее лицо медленно заливает краска жгучего, всепоглощающего стыда. Закон бумеранга сработал безупречно. Жизнь наглядно доказала, что истинное благородство измеряется вовсе не элитной родословной, а чистым и отзывчивым сердцем.